Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 16 февраля. Поехали! На Южную Африку обрушилось нашествие кузнечиков и саранчи. Этими кадрами полчищ насекомых поделились очевидцы в социальных сетях. На одном из видео видно, как одна из стай с громким стуком ударялась о лобовое стекло движущегося автомобиля. Ситуация действительно критическая. Несколько провинций страны были приведены в состояние повышенной готовности, поскольку вредители массово поедают урожай. Небывалое нашествие саранчи может вызвать массовый голод. Проливные дожди, которые обрушились на обычно засушливые районы континента, создали условия для неконтролируемого размножения насекомых. Усугубляет ситуацию пандемия, из-за которой регион уже испытывает проблемы с продовольствием. Местные фермеры ничего не могут сделать. Им остается лишь с ужасом наблюдать, как исчезают их посадки. Рой насекомых площадью в 1 квадратный километр может за день съесть столько же, сколько 35 тысяч человек. Внезапное и разрушительное наводнение на юго-востоке Бразилии всего за 6 часов практически полностью затопило город Петрополис. 300 тысяч человек, официально проживающие в Петрополисе, оказались в водной ловушке. В этой мутной и безумной реке по городским улицам проносится все, что не устояло перед ударом стихии. Деревья, машины, а также люди. По сообщениям местных СМИ, за 4 часа выпало 200 мм осадков. Реки вышли из берегов и сильным потоком обрушились по городским улицам. Вода затопила первые этажи зданий и магазинов, сносила все, что было плохо закреплено. Одним лишь наводнением дело не ограничилось. В нескольких районах были зафиксированы оползни. К сожалению, в результате буйства стихии на данный момент уже известно о гибели 18 человек. Сейчас последствия ливневого паводка и оползней устраняют 120 спасателей. Помимо них задействованы работники всех экстренных и коммунальных служб. Власти опасаются, что количество жертв в ближайшее время может увеличиться. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны. С начала сезона дождей в ноябре 2021 года погибли более 70 человек в штатах Бахия, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Очень редкое погодное явление образовалось на озере Сихай в провинции Цзилинь, Китай. Местные жители обратили внимание, что под коркой льда озера образовались и замерзли огромные ледяные шары. Им даже дали название «ледяные пельмени». Чаще всего такое явление мы можем наблюдать у берегов знаменитого озера Мичиган или на небольшом пляже Струми в Эстонии, а также озера Манитоба в Канаде. Но для Китая это действительно редкое погодное явление, которое тут наблюдают в первый раз. Мало того, эти шары именно вросли в ледовую корку озера. Размеры самых больших ледяных пельменей также могут удивить. Они достигают 60 сантиметров в диаметре. Эта сцена также привлекла внимание многих местных жителей. Они поделились фото и видео в сети интернет. В Казахстане вторые сутки бушуют метели и снегопады. В большинстве регионов за несколько дней выпала месячная норма осадков. Так, например, в Алматы в предгорных районах высота сугробов превысила 80 сантиметров. Непогода каждый раз становится испытанием для городских служб. Из-за заснеженных дорог весь транспорт двигался значительно медленнее. Почти на всех улицах сразу же образовались заторы. В ближайшие сутки в городе Алматы также прогнозируется снег, туман, гололед, а на дорогах снежный накат. Непогода была и в Астане. Там из-за бурана произошла задержка 17 авиарейсов. Непогода в Караганде за 3 последних дня отыгралась за всю зиму. Со вчерашнего вечера на дорогах в часы пик километровые пробки. По городу работают в круглосуточном режиме около 200 единиц спецтехники и 90 дорожных рабочих. Катастрофические наводнения 16 февраля охватили округ Кетапанг в индонезийской провинции Западный Калимантан. Пострадали свыше 16 тысяч человек. Согласно данным Национального агентства Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями, бедствие затронуло 6 деревень в районе Симпанг-Хулу. Глубина паводковых вод местами достигала 1,5 метра. Нанесен ущерб свыше 4600 домохозяйств. Повреждены также школа и общественные здания. Сообщений о погибших не поступало, однако более 10 человек числятся пропавшими без вести.
Метеорологическое агентство Индонезии сообщило, что за 24 часа до 16 февраля в районе обрушилось 80 мм осадков. В ближайшие дни в регионе ожидаются проливные дожди и сильный ветер, поэтому стоит ожидать ухудшения сложившейся ситуации. В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 45 километрах к юго-западу от города Скуинтла. Очаг залегал на глубине 96 километров. Спустя 3 минуты после основного землетрясения последовали два афтершока с магнитудой 5 и 4,8. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Интернет-пользователи сообщают, что произошедшее вызвало тревогу и уже сообщается о некотором ущербе, таком как трещины в стенах домов, обвалившиеся крыши с некоторых зданий, обрывы линий электропередачи. Поступали сообщения об камнепадах и сходах оползней. Многие местные жители поделились фото и видео произошедшего события. На данный момент проводится оценка нанесенного землетрясением ущерба, проводятся подомовые обходы. Загрязнение окружающей среды приводит к огромному количеству смертей во всем мире. В отчете специалистов отмечается, что в мире происходит по меньшей мере 9 миллионов преждевременных смертей в год из-за загрязнения пестицидами, пластиком и электронными отходами. Эта проблема в значительной степени игнорируется. Эксперты призывают к немедленным и амбициозным действиям по запрету некоторых токсичных химических веществ. Существующие подходы к управлению рисками, связанными с загрязнением и токсичными веществами, явно не работают, что приводит к широко распространенным нарушениям права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду. В развивающихся странах 12 миллионов детей имеют необратимые повреждения головного мозга в результате отравления свинцом. В целом, около 73 миллионов детей и подростков во всем мире вынуждены работать в опасных условиях и регулярно подвергаются воздействию токсичных веществ. На сегодняшний день более 90% детей дышат воздухом, загрязнение которого превышает допустимые нормы. Разрушительный лесной пожар в северной аргентинской провинции Корриентес охватил уже площадь в 700 тысяч гектар, что составляет 10% от общей площади региона. Из-за засушливых условий пожары набирают быстрые обороты, превратив поля в линию огня, которую практически невозможно контролировать. В качестве меры предосторожности были эвакуированы дома и гостиницы недалеко от столицы провинции, расположенной в 800 километрах к северу от Буэнос-Айреса. Национальная метеорологическая служба прогнозирует незначительный дождь в ближайшие несколько дней, ожидается всего 5 или 10 мм осадков. Аргентина переживает второе подряд Ла-Нинья, погодное явление, которое обычно приносит меньше осадков в ее центральные сельскохозяйственные регионы, которые являются ключевыми для экспорта страны. За сутки на Земле произошло 76 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 6,0. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Зеленый пляж с интересным названием Папакалеа находится на Гавайских островах. Это одни из самых сказочных островов планеты. Гавайи всегда и везде являются синонимом безмятежного отдыха со всеми его классическими атрибутами, пальмами, пляжами и коктейлями. Пляж с зеленым песком не такой известный, как большинство других гавайских пляжей. Он протянулся всего лишь на 50 метров в удаленном районе южной части острова. Геологи объясняют необычный цвет песка вулканической активностью. В результате вулканических процессов из недр на поверхность поднялись слои, богатые хризолитом, более известный как оливин. Этот полудрагоценный минерал используется в ювелирной промышленности. Так что туристы, добравшиеся до зеленого пляжа, не только могут наслаждаться непередаваемым цветом песка, но и в прямом смысле купаться в драгоценностях. Не зря этот камень называют гавайский бриллиант. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.